Привет! Сегодня у нас вторая часть доклада о тестировании. Называется она Frontend E2E Testing, то есть тестирование фронтенда, E2E тестирование фронтенда. Первая часть у нас доступна на YouTube, можно посмотреть, если не видели еще. Там у нас были модульные тесты, Jest и E2E тестирование утилиты командной строки. Сегодня говорим именно о фронтенде. Сегодня будет больше практики, теории практически не будет. Но вначале я хотел два слова сказать все-таки теоретический момент, который в прошлый раз не успели проговорить. Когда проходил интенсив по тестированию, разговаривали с людьми, с другими студентами, разработчиками, которые там в основном все где-то работают уже, о том, как у них с тестами вообще на проектах, в компаниях обстоят дела. И ситуация такая, что если компания какая-то продуктовая, например, ну типа там Яндекса, я не знаю, у них тесты изначально идут, без тестов ничего не пишется практически всегда. Если компания аутсорс, например, тогда там с тестами все интереснее. Здесь проблема какая? Владелец продукта обычно он как бы в технической части не разбирается. И ему тесты практически, когда мы начинаем говорить, что нужны тесты, ему это мало о чем говорит. И поэтому ведущие интенсива рекомендовали тестирование включать именно в разработку. То есть когда мы делаем эстимейты какие-то, когда закладываем время на разработку, в них же должны быть и тесты. Тогда не приходится объяснять, зачем нужны тесты, зачем мы тратим на это время. Вот. Здесь следующий вопрос возникает. Например, если какой-то разработчик или какая-то компания там делает без тестов, грубо говоря, за 2 дня, а мы с тестами там за 3 дня делаем. Зачем это надо? Это снижает конкурентоспособность нашу и вообще как бы тесты, получается, мешают. Вот. На самом деле это не так. Тестирование, оно в конечном итоге может быть сразу, когда мы там первый раз настраиваем тесты, или может быть, когда мы первый раз их пишем, может оно занимает больше времени, но когда мы уже на потоке это делаем, когда уже все настроено, то тестирование значительно ускоряет разработку, даже если мы не используем ТДД. Потому что в итоге в проекте становится меньше ошибок, а когда меньше ошибок, проект дешевле, легче поддерживать и масштабировать. И разработчик, который работает на проекте и пишет тесты, он в итоге лучше узнает проект, он разбирается в коде, он лучше понимает код, быстрее может что-то сделать. И за счет этого разработка ускоряется. Это доказано исследованиями, вот, поэтому тесты в конечном итоге на проектах они очень сильно помогают. Такой момент теоретический. И давайте дальше идти. Да, перед тем, как идти дальше к практике, можно в чате писать вопросы, я периодически буду заглядывать туда и отвечать, если будут вопросы. Так, и начнем мы с True E2E тестирования. E2E расшифровывается как end-to-end, то есть от начала до конца. Имеется в виду, что E2E тестирование оно позволяет на верхнем, на высоком уровне проверить работоспособность приложения целиком. То есть мы не тестируем какой-то отдельный модуль, какой-то компонент React, там, например, а мы тестируем сразу реальную функциональность приложения. То есть, например, что у нас там в интернет-магазине можно добавить товар в корзину и оплатить его, допустим. Ну или какую-то другую функциональность. Вот, и первый инструмент, который мы рассмотрим, E2E тестирование, это, собственно, настоящее E2E тестирование фронтенда с помощью веб-драйверов. Веб-драйверы это такое программное обеспечение, которое создает интерфейс удаленного управления браузером. По сути, эта штука позволяет запустить браузер удаленно и что-то делать. Там, например, накручивать поведенческие метрики в SEO. SEOшники часто это используют, потому что поисковики, там Google тот же, когда считают поведенческие метрики, они считают время пребывания пользователя на странице, количество переходов по сайту и так далее. И чем больше вот этого всего, тем считается сайт лучше. Запускают веб-драйверы, которые эмулируют поведение пользователя и накручивают такие штуки. Но сейчас Google это все умеет отслеживать, поэтому блокирует это все.
Вот, нас интересует конкретное использование веб-драйверов для тестирования приложений. Веб-драйверы есть разные на рынке: Cypress, Puppeteer, Selenium, Playwright и так далее. Они все очень похожие, и мы рассмотрим на примере Puppeteer. Это, если я не ошибаюсь, Google этот инструмент придумал. С его помощью посмотрим, как работаем. Значит, как происходит тестирование через веб-драйверы? Мы просто получаем доступ к элементам DOM, выбираем какой-то элемент, например, там, я не знаю, кнопку «Добавить в корзину», совершаем действие, добавляем что-то в корзину и проверяем результат с помощью кода. Давайте посмотрим, как это происходит. Так, сейчас, секунду. Ой, не тот язык. Угу. Так. Значит, я перешел в директорию. Давайте сначала посмотрим, что мы тестируем. По идее, у нас должен запуститься сейчас проект. Значит, у нас есть приложение тестовое условное. Это какой-то простой блок. Здесь есть стартовая страница. Есть страница со статьями, которые добавляются в блок. Ну, здесь выводятся только название и категория. Мы можем создать какую-то статью, выбрать категорию для нее, написать какой-то контент и добавить ее. Вот она у нас появилась. Также мы можем эту статью отредактировать и обновить. Ну и, соответственно, мы можем ее удалить. Вот эту функциональность мы хотим протестировать сейчас. Значит, давайте сразу же запустим тесты, чтобы посмотреть, что происходит. Тесты проходят, и первый момент, на который стоит обратить внимание: у нас тесты выполнялись почти 5 секунд. Если вы помните, в прошлый раз у нас тесты около 2 секунд, меньше даже выполнялись. Здесь у нас есть веб-драйвер Puppeteer, и он работает дольше уже. Вот. Прежде чем к коду переходить, я покажу немножко магии. Значит, первый раз, когда мы запускали тесты, он у нас, Puppeteer, запускался в headless режиме. Сейчас мы отключим headless режим и посмотрим, что будет. Вот, заметили что-то странное на экране. Давайте детальнее посмотрим, включим замедленную съемку, так сказать. Так, веб-драйвер у нас запускает браузер, получается, и мы переходим, это не я делаю, руки вот они, мы переходим на нужные страницы, совершаем нужные действия, то есть вот, добавляется какой-то заголовок сейчас, это все тесты делают наши, которые мы написали. Вот оно все происходит медленно, потому что я включил замедленную съемку. Но зато видно, что происходит. То есть добавилась статья Cool Post, сейчас она будет редактироваться, сейчас еще одна какая-то статья будет добавляться, потом будет редактироваться. То есть в реальном браузере это все происходит и все тестируется. Поэтому тесты true E2E, то есть настоящие E2E. Вот. И здесь еще важный момент, когда мы запускаем тесты в браузере, получается, и с веб-драйвером. Здесь у нас есть тайм-аут на выполнение. Наши тесты могут упасть по тайм-ауту. Выполнялись они, получается, 68 секунд в замедленной съемке в этой. Давайте мы ее уберем. И headless режим тоже уберем. То есть добавим наоборот. Вот, у нас есть тайм-аут, который мы сами устанавливаем. Обычно, когда используется веб-драйвер в headless режиме, там 30 секунд достаточно. То есть 30 тысяч у нас тайм-аут с головой хватает. Но когда мы отключаем headless режим, когда реальный браузер запускается, еще и когда добавляем замедленную съемку,
тогда надо увеличивать тайм-аут, чтобы тесты просто не падали по тайм-ауту. Вот. Ну и к коду теста, собственно, можно перейти. У нас есть Puppeteer, который мы импортируем само приложение. Ну, здесь, в принципе, все довольно-таки понятно. У нас есть порт, URL, приложение, на котором мы тестируем. И дальше у нас Puppeteer предоставляет в тестах уже в хуке before all, то есть хук, который Jest нам предоставляет перед всеми тестами, он выполняется. Во-первых, мы запускаем приложение на каком-то порту, на нашем порту, который мы определили. И во-вторых, Puppeteer нам позволяет запустить браузер. Здесь мы определяем, что у нас есть режим headless. Если надо нам вот эта замедленная съемка, просто полюбоваться на то, что происходит, мы можем ее включить. Но это на самом деле, когда тесты пишутся, это можно включать, чтобы увидеть, как происходит взаимодействие пользователя с браузером. Вот. Когда браузер запущен, мы начинаем уже, собственно, сами тесты выполнять. Первый тест, самый простой, мы хотим убедиться в том, что у нас открывается нужная страница. То есть у нас идет переход, мы выполняем действие page go to и соответствующий URL передаем. И проверяем статус ответа, он у нас должен быть 200. Это самый простой тест, который просто может быть. Дальше более интересные вещи начинаются. Мы начинаем открывать какие-то страницы. Например, у нас есть страница в приложении, страница со статьями. Мы ее с помощью селектора получаем, там определенный селектор в дом. Вот, о селекторах мы еще позже поговорим. Потом мы выполняем клик по кнопке, то есть по вот этому селектору page-click, и определяем текущий URL страницы. По идее, если мы перешли на страницу articles, то у нас URL должен быть вот такой. Мы это проверяем в тесте. Вот. Ну и таким же способом мы дальше работаем с функциональностью приложения, то есть мы выбираем, например, какие-то нужные нам селекторы, например, table selector, это таблица со статьями у нас здесь есть. Вот она. Мы выбираем, и мы хотим убедиться, что она здесь есть. То есть то, что на странице есть таблица со статьями. Мы выбираем селектор, переходим на страницу статей, проверяем объект, ответ получается, и проверяем класс элемента, он у нас должен быть HTML, нет, это класс в ответе должен быть у нас, получается, приходит в объекте ответа. Ответ должен быть, элемент у нас должен быть HTML table элемент. То есть, если таблица есть, тогда тест проходит у нас. Вот. Дальше таким же способом мы проверяем то, что открывается форма с добавлением статей. То есть, здесь у нас есть селекторы, мы выбираем элементы, мы совершаем нужные нам действия, то есть page go to, page click и так далее. И в конце концов мы еще и что-то добавляем в поля соответствующей формы. То есть, у нас есть page type, мы какой-то контент можем напечатать в поле, добавить его и потом проверить, что он добавился. Так работает этот тест с Puppeteer. Так, давайте я загляну на всякий случай Я думаю, что если научиться писать тесты так, чтобы они 20% времени занимали от самой задачи, то можно было бы на многих проектах их внедрить. На самом деле, самая сложная часть, особенно на фронтенде, самая муторная часть – это настройка среды, настройка инструментов. Это вот очень много занимает времени. А когда уже тесты налажены, настроены, их писать очень быстро. Модульный вообще за 5 минут. Я сегодня или вчера написал за 5 минут тест модульный, протестировал, функцию какую-то, helper функцию. Наверное, чуть сложнее, чуть дольше писать тесты фронтенда самого, когда уже высокоуровневые тесты, но опять-таки это все очень быстро, я думаю, даже меньше 20% времени оно будет. Вот. И если их внедрять, это классная практика на самом деле, это качество кода повышается, инженерные практики хорошие и все такое. Вот. Как лучше писать E2E-тесты? Один тест, который тестит длинный флоу, много тестов, которые тестят его по частям. Я думаю, здесь все зависит от того, как организовано
приложение и что мы тестируем. Если мы тестируем, например, я не знаю, оплату какую-то, тогда нам выгоднее будет протестировать то, что пользователь заходит на страницу, потом он добавляет товар в корзину, то есть мы заодно тестируем то, что корзина работает, потом мы тестируем то, что оплата проходит, то есть здесь уже флоу легче протестировать. По частям это уже, ну, грубо говоря, философия E2E немножко нарушается. Мы, получается, тестируем, допустим, что только что товар добавляется в корзину или только то, что оплата проходит. Мы end-to-end не выполняем, мы тестируем какую-то часть системы, и это уже как бы не настоящий E2E. То есть если реальную функциональность тестировать, то, наверное, это должен быть весь флоу пользователя от приземления на сайт до выполнения какого-то действия, которое мы хотим протестировать. Да, на сложные компоненты тяжело писать тесты, потому что здесь еще важный момент, чтобы на высоком уровне тестировать приложение на фронтенде, нам нужно мокать бэкэнд, моки нужны. И вот моки эти, они очень непростые, скажем так, вот они много времени занимают. Но опять-таки, когда все замокано уже, когда все работает, тогда сам тест написать это довольно-таки просто. Так, идем дальше. Тот же Puppeteer у нас есть, но надо просто знать, надо сказать, что у нас есть интеграция Jest с Puppeteer. То есть изобретать ничего не надо, все уже готово. Jest, он хорошо работает вместе с Puppeteer. Сейчас я покажу директорию. Провода мешают по директориям путешествовать. Так, если я не ошибаюсь, это вот эта директория. Нет, не понял. Так, запустим тест по привычке. Тест выполняется какое-то время, что-то ему надо. Пока мы можем перейти. Вот это фронтенд такой, он тестируется дольше, чем без фронтенда, когда мы тестируем. Значит, интересно, чего это оно так долго. У меня такого не было раньше. Давайте еще раз попробуем. Кстати, Puppeteer чаще в тестах падает, чем обычные тесты. Ну вот он здесь протестировался за меньше, чем за 2 секунды. То есть все на самом деле работает. Но какие-то фантомные падения бывают иногда. Поэтому, когда CI мы настраиваем, вот это, ну, можно просто держать в уме, что иногда могут просто так падать. Если мы используем Puppeteer, то тесты падают. Это не значит, что что-то в тестах не то или в приложении не то. Еще может баловаться сам Puppeteer. Веб-драйвер наш. Так, значит, E2E тестирование. Здесь все то же самое получается. Единственное, что если мы в первый раз мы все настройки делали в тестах самих, то есть запускали браузер этот, то в интеграции с Jest Puppeteer, надстройка, здесь в отдельном файле идут эти настройки, получается, и благодаря этому в самом тесте у нас остается только тест. То есть мы уже здесь делаем то, что нам надо с приложением. Приложение здесь то же самое, если я не ошибаюсь, давайте проверим. Ну да, тут статьи те же самые. Вот оно. И тест, в принципе, очень похожий. Единственное, что все настройки у нас ушли в отдельный файл, и здесь мы делаем все то же самое, ровным счетом. Может немножко тесты отличаться, могут немножко отличаться, а так... Вот. Если использовать Puppeteer, веб-драйверы использовать, их рекомендуется использовать только для критических частей системы, потому что вот эти веб-драйверы, они, ну, условно говоря, дольше выполняются, они дороже эти тесты получаются, и они иногда падают. Вот, критические части, это имеется в виду оплата какая-то, ну, то есть то, что критично для бизнеса, например, добавление товара в корзину в интернет-магазине и так далее. Там то, без чего пользователь не сможет воспользоваться ресурсом. Вот.
Jest Puppeteer мне показался более приятным, чем чистый Puppeteer. То есть здесь один раз настроить, и потом уже в самом файле тестов уже не надо про настройки вспоминать, просто мы работаем с тестами. Так, давайте дальше двигаться, наверное, к Testing Library. Сейчас мы перейдем уже. Да. Testing Library — это то, что используется уже для тестирования фронтенда, и, в общем-то, это стандарт де-факто. Как React Testing Library — это стандарт де-факто для тестирования React приложений, так DOM Testing Library — это стандарт де-факто для тестирования всего фронтенда. То есть он чаще используется, чем веб-драйверы, и здесь, что надо сказать, это, если уже так классифицировать тесты, это уже не совсем E2E, потому что здесь нет реального браузера, то есть здесь не запускается уже никакой браузер у нас, это все имитируется под капотом. Вот. Но на самом деле, когда говорят о React Testing Library, все равно это E2E, особенно там по сравнению с какими-то модульными тестами, этого достаточно, чтобы протестировать реальную функциональность приложения. И протестировать, сделать это относительно дешево, то есть в рамках концепции бережливого тестирования. Ну, я не буду открывать ссылку на сам Testing Library, на саму библиотеку. Там хорошая большая документация, можно посмотреть. В ее экосистему входят дополнительные инструменты, типа User Event, которые позволяют выполнять действия в приложении. Вот, давайте лучше тест сразу же посмотрим. Сейчас я снова поменяю директорию. Так. Testing Library DOM, кажется, так. Так, запустим тест. Первым делом. Тест работает. Теперь посмотрим, что у нас здесь за приложение. Приложение. Тут какое-то другое приложение. Оно, наверное, еще и на другом порту. Да. To-do лист какой-то простой, простейший. Здесь можно добавлять какие-то списки и какие-то задачи. Вот. Можно переключать списки и добавлять их в разные задачи. То есть, если мы добавляем что-то, то оно появляется в соответствующем списке. Вот и все. Тут даже нельзя удалить таск выполненный. Вот. Но чтобы потренироваться в использовании DOM Testing Library, этого достаточно. Значит, смотрим, что тут у нас происходит. Здесь у нас, во-первых, снова используются модули из Node.js для работы с файловой системой, для работы с путями. Они нам здесь снова нужны. Также мы импортируем библиотеки, наши Testing Library, JSDOM, Testing Library DOM и так далее. То есть здесь сам Testing Library DOM и надстройки для него идут. Импортируем приложение, которое мы тестируем, получается. И да, важный момент. Сейчас я покажу Testing Library DOM. Здесь у нас есть директория с фикстурами, и в фикстурах лежит стартовый HTML файл. То есть стартовый HTML, который нашего приложения получается. И в хуке перед каждым тестом мы его считываем, получается, и добавляем его в боди. То есть мы говорим Testing Library, что вот наш HTML, который запускается, получается. Вот. Дальше мы тестируем. В принципе, тесты ничем не отличаются от того, как мы работали с веб-драйверами. Единственное, что здесь у нас появляются дополнительные, более удобные способы получить элемент. Благодаря screen, который у нас идет в Testing Library, мы можем, например, найти любой элемент по тексту. Вот. Это не всегда лучший способ искать по тексту, потому что, ну, например, может быть у нас два элемента с одинаковым текстом. Вот. Но если мы знаем, что он один какой-то этот элемент, то можно использовать. Вот.
Также можно получать элементы обычным способом с помощью селекторов документа, но насколько я знаю, это не рекомендуется делать в тестах. Вот я здесь нашкодил, получается. То есть такие селекторы лучше не использовать в тестинг library. Вот. Хотя они работают, все как бы все нормально. Их в крайнем случае используют, потому что философия тестинг library, она основана на том, что тестировать приложение надо так, как это делает пользователь. А пользователь, он видит не какие-то там теги, не какие-то классы, айдишники и так далее, а он видит прежде всего текст, он видит то, что видит на экране, условно говоря. И поэтому нам надо с этим работать в тестах. Вот. Сами тесты здесь, в принципе, тоже простые. Мы просто получаем какие-то элементы, проверяем, что они есть. Проверяем там, например, длину списка задач, вот, и так далее. То есть, я думаю, мы подробно не будем останавливаться, чтобы успеть рассмотреть все на этих тестах. Да, ну и в принципе все равно мы сейчас чуть подробнее посмотрим на эти тесты уже с React Testing Library. То есть React Testing Library это надстройка над DOM Testing Library для работы именно с React приложениями. Вот. Ну, давайте перейду на документацию уже, чтобы посмотреть на нее, что она есть. Вот. Оно все идет в рамках Testing Library. Здесь же есть такие же надстройки для Vue, для других фреймворков или библиотек. Получается, нас в данном случае React интересует. Вот. Снова давайте поменяем директорию и перейдем. React. Так, запускаю тест. Тест работает. Значит, давайте посмотрим, что мы здесь тестируем. Make start. Ага. Значит, здесь у нас идет просто автокомплит. Автокомплит мы хотим протестировать. Здесь типа какие-то, когда мы вводим какой-то символ, появляется автокомплит стран разных. То есть там, ну, может, какие-то карты, это компоненты с карт каких-то или еще откуда-то, или из интернет-магазина, типа доставку выбрать в нужную страну и так далее. Вот, и мы хотим протестировать, что этот автокомплит работает корректно. Значит, вот наш тест. Что у нас в тесте происходит? Мы импортируем опять-таки библиотеки нужные нам и надстройки все, импортируем приложение само. И здесь у нас опять снова нам нужен нок для того, чтобы замокать запросы. Потому что приложение делает запросы, откуда-то получает список стран для автокомплита. Вот мы это будем мокать, получается. Здесь мы готовим тестовые данные. Можно было в фикстурах их приготовить, но в данном случае они очень простые, поэтому мы их в файле тестов оставили, получается. Но здесь у нас просто какая-то коллекция стран, которые должны, массив стран в смысле, которые должны появляться на экране при вводе символа E. Мы тестируем в данном случае символ E. Вот, когда мы вводим просто E, у нас появляются вот эти страны. Когда мы вводим ES, вводится, то в автокомплите должны быть две страны. И когда мы вводим ESV, тогда у нас одна страна остается в автокомплите. Так, давайте попробуем это. Я отключил уже, ладно, не буду запускать. В общем, оно работает, этот автокомплит. Вот, перед каждым тестом мы, получается, рендерим наш автокомплит в React Testing Library, чтобы иметь доступ к нужным элементам. И дальше мы уже делаем тесты, мы получаем, например, наше поле input. Да, вот еще что я все-таки запущу сейчас приложение и покажу важную штуку потом. Мы получаем input наш, чтобы иметь возможность к нему обратиться, и потом с помощью user-event туда вводим какое-то поле. То есть первый пользовательский input это E. Мы здесь его user-event type
в поле input field вводим вот этот E, букву E. Вот. Ну и у нас список стран появляется. Что здесь еще важного и интересного? У нас есть разные элементы на странице, в данном случае один элемент, но в реальном приложении их будет много. И их надо как-то получать, какие-то селекторы использовать, чтобы получить к ним доступ. Вот. В экосистеме Testing Library есть удобная штука такая, расширение для Chrome, наверное, для других браузеров есть, с помощью которого мы можем быстро получить селектор нужного элемента. Вот, мы даем доступ к странице этому элементу, и теперь где-то здесь у нас должен быть селектор. То есть вот у нас уже есть селектор getByRole textbox. То есть мы можем не держать в уме все эти селекторы, не тратить время на то, чтобы искать, как получить доступ к какому-то элементу. Мы просто используем расширение для Chrome, которое нам дает нужный селектор. getByRole textbox. Вот он наш селектор. И мы к нему уже получаем доступ. Очень удобная штука. Единственное, что она не всегда срабатывает с первого раза, особенно на больших, когда есть много элементов на страницах. Поэтому приходится несколько раз перезагружать страницу. Я не знаю, это, наверное, какой-то баг в расширении. Может быть, есть похожие расширения. Ну, в общем, мне функциональности хватало, чтобы написать вот эти тесты. Удобная штука. Так, когда мы вводим букву E в наш input field, тогда делается запрос куда-то к серверу, допустим, и получается список стран. То есть автокомплит так работает. Это в реальности. В тестах мы это мокаем, то есть вот у нас снова вступает в действие NOC, и get запрос по URL countries, он у нас перехватывает, получается. У нас заблокированы здесь, по идее, все сетевые соединения перед всеми тестами. Вот, перехватывается этот запрос и возвращается ответ с, вот с этими данными, получается. То есть это то, что тесты уже получают. Дальше мы дожидаемся выполнения этого запроса, wait for, убеждаемся в том, что запрос выполняется в тестах, получается. То есть first request is performed, это то, что scope, это то, что он выполнился. Нам надо убедиться в том, что сам запрос прошел. Вот. И дальше мы уже работаем с тем, что происходит на экране. Мы ищем список вот этих вот стран, опять-таки селектор здесь у нас есть find by role list, получается. Мы получаем из него уже список этих стран и получаем его длину, например. В данном случае мы там хотим протестировать, что сейчас, да, что длина длина списка равна того на экране списка равна длине вот этого массива. То есть в данном случае у нас property-based testing идет. Мы тестируем не данные, а свойства самого массива. Вот. Дальше мы тестируем второй ввод, когда уже в поле появляется вторая буква, у нас остается две стороны. И все то же самое происходит, то есть мы мокаем запрос сетевой, мы получаем, я не помню, список стран я здесь тестировал или нет. Опять длину мы тестируем, получается, длину массива. И да, список стран я, наверное, не тестировал даже, что тот же. То есть я здесь просто на длине массива сыграл. И точно так же, когда третий ввод появляется, остается одна страна, мы снова тестируем то, что длина массива равна длине массива вот этого. То есть уже один элемент у нас остался, получается. Вот. И последний тест у нас идет, это когда мы очищаем поле user event clear. То есть когда мы его очищаем, оно должно у нас, во-первых, очиститься, во-вторых, список исчезнуть должен. В тестах у нас вот этот идет, то есть мы здесь смотрим, что длина списка на экране равна нулю. Вот. Получается, это весь тест, он здесь на property-based концепции построен. Так. Давайте я загляну в чат.
Puppeteer, нет, он сам все делает, то есть нам ничего не надо. Автоматически ожидает запрос или нужно мануально это делать? Нет, Puppeteer автоматически это все, он видит все, что происходит на экране, и все это тестирует, получается. А вот с React Testing Library здесь уже по-другому. Как Puppeteer сообщает о провалившемся тесте? Интересно, конкретно говорит ли он, на каком шаге, из-за чего тест не прошел. А давайте посмотрим. Так, давайте сломаем какой-нибудь тест. Так, ну вот у нас тут просто добавляется, да, чтобы проверить, что тесты работают, всегда можно сделать противоположный тест с помощью not. То есть, если у нас там что-то чему-то было равно, мы можем добавить типа not равно и протестировать это. Так, запускаем тест. Сейчас он у нас, по идее, упадет. Вот он упал. И вот наш вывод. Здесь за вывод отвечает не Puppeteer, а отвечает Jest. Он это все удобно очень делает. Мы видим, в каком именно тесте падает, то есть should edit article, вот этот should edit article. Мы видим, что именно упало, то есть на какой строке упало. И даже вот тут текст. То есть мы видим, что здесь что-то не то. Если бы здесь дело было в реализации, мы бы пошли смотреть реализацию приложения и исправлять что-то. Ну а поскольку мы здесь просто сломали тест, то мы возвращаем его назад и запускаем снова. Для того, чтобы протестировать, увидеть, что тесты работают как надо, очень хороший способ это их сломать сначала. То есть мы что-то ломаем, смотрим, что что-то не так и что именно не так, а потом уже возвращаем все назад. Так, это мы к Puppeteer возвращались. Сейчас еще раз сходим в Testing Library, в React Testing Library. И очень здесь удобная штука есть, хочу еще ее показать. Когда нам что-то надо дебажить, мы можем сделать вот так. Провода мне тут мешают. Screen Debug есть такая штука, которая позволяет увидеть в консоли. Сейчас покажу, что мы увидим. Это же мы не в той директории. Так. Так, Screen Debug сейчас что нам покажет интересного? Ничего он нам не показал, а почему? Секунду. Я его вообще там добавил тестинг library. Я его не там добавил, конечно. И жду, что будет что-то работать. Семен Семенович. Так, запускаем тест нашего автокомплита. И видим, что в консоли у нас есть HTML, то есть мы можем увидеть, что у нас происходит в конкретный момент времени. Вот эти скрин-дебаги мы можем расставить в разных местах теста после каких-то действий. Например, мы можем добавить первую букву в автокомплит, получается, и после этого увидеть, что сначала дождаться выполнения запроса надо, и потом увидеть, что у нас на экране там появился весь этот список стран. Давайте попробуем. Он не появился. В общем, надо дебажить. Я не виноват, что-то тут... ну мы увидели, что в инпуте, все правильно, что в инпуте у нас появилась value E, что оно добавлено там вот здесь.
типа. То есть вот так вот оно и работает. А где здесь должен появиться наш список? Наверное, позже где-то. И вот Screen Debug это удобная штука в тестах, получается, чтобы посмотреть, что происходит после каждого действия. Ну, например, если там тест у нас не проходит, и мы хотим увидеть, что в реальности происходит в тестах. Не в приложении, приложение может работать как надо, а тест может там написан неправильно быть, какие-то селекторы неправильно использованы. Если надо убедиться, что мы правильно все делаем, вот этот Screen Debug это очень хорошая штука получается. Так. Идем дальше. Тестирование приложения мы уже посмотрели. Есть хороший best practices использования React Testing Library. Это штука на основе статьи Кента Дотса. Можно сказать, это программная статья по использованию React Testing Library. Я ее в ссылках скину в чат потом, и на YouTube мы ее добавим. Вот, она довольно-таки большая, и она рассказывает о том, что можно делать, вернее, как можно делать все в Testing Library, но что нужно делать скорее. То есть здесь какие-то советы от самого создателя библиотеки идут. Вот, у меня есть пример кода, но он большой и там слишком сильная детализация. Я думаю, мы сейчас это пропустим, потому что ну, сначала надо прочитать эту статью, потом надо познакомиться с самим Testing Library и потом уже рассматривать этот момент. Вот, я думаю, наверное, я еще и код тестов этих залью куда-то на GitHub, чтобы можно было смотреть это и использовать. Вот. Смысл в том, что, ну, наверное, все-таки одну вещь надо рассмотреть. Здесь у Кента Дотса есть сейчас про селекторы. Специальная таблица в React Testing Library, как правильно использовать селекторы и когда их правильно использовать. Приоритет. То есть он рекомендует сначала то, о чем мы говорили, сначала использовать селекторы, которые позволяют тестировать так, как это видит пользователь, по роли, по тексту, по какому-то, по тексту placeholder и так далее. Потом семантические какие-то запросы, типа по тексту в атрибутах alt и так далее, вот по getByteTitle и так далее. И тесты по ID или по другим селекторам, они должны идти в крайнем случае в последнюю очередь, потому что они не соответствуют тому, как пользователь реально использует реальное приложение. Вот. В документации есть такая удобная табличка, получается, ей можно пользоваться, когда тестируете приложение, и она очень информативная, очень удобная. Вот. Так. Страшная штука Mock Service Worker. Ее рекомендует Кент Дотс, создатель React Testing Library. Это современный способ мокать сервер, получается, в тестах. Вот. Почему она страшная? Потому что когда я ее настраивал, я на это потратил очень много времени. Давайте посмотрим, только я забыл, где она у меня. Ага, это Best Practice. Сейчас. Так, сразу же я тест запущу, как обычно. Угу. Значит, давайте сначала запустим приложение опять, чтобы увидеть, что здесь у нас работает. Значит, здесь у нас на 3000 порту что-то работает. Ага, работает какая-то добавляшка чего-то. Тоже типа туду листа какого-то, не знаю, в общем, простое приложение тестовое, чтобы можно было отработать какие-то вещи с тестами связанные. И здесь у нас настроен Mock Service Worker, MSV. Давайте, наверное, даже package.json открою, чтобы посмотреть, так или не так. Да.
Вот он MSV получается. У MSV до сих пор нету мажорной версии, то есть они еще только недавно стартовали, пару месяцев назад. И когда я вот эти тесты писал, это было примерно в июне, у них была какая-то неудачная версия, которую я настраивал очень долго. Я не мог ее запустить вместе с наставником на интенсиве это делал. Он все то же самое делал, тоже не мог запустить. В общем, пар из ушей шел, я ругался, в тестах даже написал там типа... Вот, у меня была добавлялка задачи, важная задача to burn MSV, то есть сжечь MSV. Я был очень злой на этот mock service worker. Вот, но в конечном итоге, когда его удалось запустить, стало видно, что он в принципе даже удобнее нока, который давно используется. Запустить его удалось, когда он обновился. Видимо, какой-то баг был в самой сборке, я не знаю. В общем, сейчас я надеюсь, что он более готовый уже к продакшену, и с ним удобнее работать стало. В чем смысл этого сервис-воркера? Он у нас имитирует сервер полностью и перехватывает запросы в браузере как сервис-воркер. То есть здесь настроено приложение так, что у нас весь сервер работает с этим сервис-воркером, и когда мы его запускаем в консоли, это все видно, то есть он у нас включен. Если мы делаем какой-то запрос, ну, добавляем что-то, делается запрос, то вот он здесь перехватывается, получается, и мы видим все эти вещи, связанные с запросом, и работаем с ними, в том числе в тестах. Вот. Сам сервер, я не знаю, давайте покажу. Ну, здесь, получается, мы импортируем из MSV Setup Worker, получается, импортируем хендлеры, сервер сам, получается, и запускаем его. А хендлеры у нас это уже простой сервер. Вот, здесь тоже очень важная вещь, с которой я столкнулся. Фронтенд разработчику надо хотя бы на базовом уровне уметь писать серверный код какой-то, какие-то обрабатывать get-post запросы и так далее. То есть, ну, как бы здесь совсем уже просто, здесь post, get и delete, только и логика очень простая. Но это все равно очень нужно, понимать сервер на базовом уровне, иначе с mock service worker работать не получится, например. Вот. Ну и вообще это в жизни, наверное, не наверное, а точно пригодится, уметь писать серверный код. Вот. Ну и сам тест, когда мы написали Service Worker, когда запустили его, сам тест уже тоже очень простой. То есть нам ничего настраивать не надо, никаких в тестах уже моков использовать не надо в самом файле тестов. То есть здесь мы уже просто получаем нужные элементы, совершаем нужные действия, переходы, запросы какие-то и тестируем то, что у нас на экране появилось, то, что нам нужно. То есть mock service worker, если научиться правильно его готовить, он настраивается быстрее, чем NOC, и в том числе какие-то большие приложения с ним удобнее мокать получается. Вот. Ken Dodds пишет, что это будущее мокинга, и это такая штука, которую надо, даже несмотря на то, что она еще сыроватая, надо ее уже изучать и внедрять. Вот. Насколько я помню, у меня все по докладу. Я загляну в чат. Если есть какие-то вопросы, можно спрашивать. Ссылки дополнительные я скину в чат, и мы их добавим потом на YouTube. Если подытожить, для E2E тестирование используется на фронтенде либо веб-драйверы, либо DOM Testing Library и надстройки для нее, такие как React Testing Library. Веб-драйверы типа Puppeteer там, или Selenium и так далее используются реже и используются для критичных частей системы, типа оплаты и так далее, потому что это более дорогие, более тяжелые тесты и менее предсказуемые обычно, из-за того, что там реальный браузер запускается. Testing Library это чуть более низкоуровневое тестирование, там чуть больше завязки, наверное, на реализацию идет, но все равно с ее помощью мы можем протестировать реальную функциональность приложения, и обычно это
лучшее соотношение по вопросу цены-качества, так сказать. То есть цена, имеется в виду цена тестирования, сколько мы тратим на него времени, а качество это то, что мы можем протестировать приложение на верхнем уровне, то есть реальную его функциональность. Так, если вопросов нету, тогда спасибо большое за внимание. Митя, есть у нас проект с кучей форм, какие тесты и советы есть. Я думаю, если проект на React, то React Testing Library это в любом случае то, с чего стоит начинать. MSV, да, это бомба, просто MSV бомбезно выглядит, но опять-таки, чтобы с ним работать, во-первых, надо уметь серверный код писать, чтобы правильно замокать сервер, а во-вторых, там придется помучиться с настройками. Вот у меня прямо вот, я не знаю, какой-то комплекс по этому поводу, потому что я реально почти 2 недели настраивал вот это маленькое приложение, чтобы протестировать вот это. Я этот Mock Service Worker настраивал почти 2 недели. Я ругался страшными словами, мучился, но в конечном итоге, да, в конечном итоге это хорошая штука. И я надеюсь, что когда я ее попробую снова использовать, что она там уже обновилась, и что ее проще использовать, потому что настройки сами, вот, они в отдельном файле идут, сейчас я их покажу. Где они тут у нас? Just Puppeteer, Just... Так, я вообще там или нет? По идее там. Да, вот эти настройки Mock Service Worker, они в принципе делаются по документации, вот они. Самому тут писать не очень много надо, тут в основном копипаст из документации идет. Что-то я менял, но в общем-то эти настройки, они мало влияли на результат, потому что в конечном итоге он у меня этот сервис Worker заработал, когда он сам обновился. Вот. Это такая не очень приятный момент был. Да, так... да, наверное, была неудачная версия. Если... Ну, TypeScript тоже как бы там особой роли не играет, то ли это JS, то ли TS, по идее, как бы это все совместимо, он используется. Формы я бы тестировал, ну, любой проект я бы тестировал все-таки с Testing Library, потому что это более дешевые тесты, и, наверное, их проще использовать, чем Puppeteer тот же. Puppeteer это какой-то, ну, для крайних случаев, когда прямо надо, чтобы железно увидеть, прямо глазами увидеть, что там происходит в тестах, и посмотреть. И если не боимся тратить время, и не боимся того, что иногда тесты будут падать. Боимся, но спасибо. Да, я думаю, бояться нечего. Тесты это хорошо, это, ну, человек, когда пишет с тестами, он увереннее себя чувствует. То есть в конечном итоге и разработка ускоряется, а так, ну, то ли я руками там проверяю свою функцию, какая-то функция, например, проверяет, я не знаю, там она проверяет, что URL внешний или внутренний. И можно руками это тестить, а можно написать один раз тест и видеть, что функция нормально работает, и забыть про нее. Вот, это на самом деле хорошая вещь. Да, спасибо всем. Если вопросов нет, тогда будем отключаться через 30 секунд. Спасибо. Пока всем отключаюсь.